Доброе утро. На этот раз действительно доброе. Сегодня я первый раз за неделю имел возможность проснуться позже 6 утра, позавтракать горячей едой и погрузиться в приятные воспоминания о том, как в детстве на даче утром заряжал ливень, все понимали, что с такой погодой копаться в земле не получится, и возвращались в человеческие условия в город раньше запланированного времени. Чего у нас на даче не было, так это подземных коммуникаций. А так все то же самое, идешь по дороге и любуешься грузовыми поездами. Ну или просто следующими резервом локомотивами. Сегодня впервые выезжаю не с вокзала, а с платформы, Сухинев Северный. Прибывает электропоезд, раскраской довольно сильно напоминающая ПЭД-2D в ЦППКшной ливрее. Это Невек Импульс, самый быстрый электропоезд из производимых в Польше. В ночь с 28 на 29 августа 2015 года один из экземпляров смог развить скорость 225 км в час. А вот я сегодня поеду на вчерашнем быдгощском корыте. Ведь это по-прежнему все тот же ЕН-57 1961 года. Правда, в отличие от корыт демиховских, без надписи на кузове я бы об этом в жизни никогда не догадался. Первая остановка сегодня — город Кельце, где я посетил музеум забавок и забавы, в котором нашел немного интересных польских игрушек и не записал ни одного видео. Еще я вчера наконец-то расстался со своим старым килограммовым пауэрбанком, выгодно купленным буквально за пару недель до бума Pokemon Go и соответствующего роста цен на 10 рублей, так что нужно где-то найти новый. Двухэтажная застройка, обвешанная кричащими вывесками, в сочетании с лужковской эклетикой, выкрашенной в поросячьи цвета, напоминала район станции метро Таганская, так что салон связи должен был быть где-то неподалеку. Перпендикулярно главной пешеходной улице расположен мой любимый тип городского пространства — парк в пойме Малой реки. Всегда на карте городов, которые намереваюсь посетить, еще тоненькие ручейки воды, окруженные зелеными полигонами с пунктирными линиями тропинок. В моем родном Новосибирске это первая и вторая Ельцовка, Сетунь-Яуза в Москве, Риджент-Канал в Лондоне, Лид в Эдинбурге, Уаха-Потоцка в Варшаве, теперь вот и Шильница в Кельце. Окружен парк прекрасными панельными домами, а заканчивается известняковым карьером с амфитеатром, пещерами и водопадом.
менее прекрасным оказался город Ченстахова, обладатель самой молодой трамвайной сети в Польше. К несчастью, в городе уже 2 месяца идет капитальный ремонт всех путей, а закончиться он должен через 3 недели. Хотя до того, как посмотреть Википедию, глядя на эти пути, я подумал, будто здесь произошел трамвайный погром, причем довольно давно. Еще в городе есть церковь, ужасное здание мэрии и большое количество конструктивистских общак. Zbliżamy się do stacji Częstochowa-Raków. Финальный пункт на сегодня готовится. Город промзоны домов из красного кирпича, закопченного угольной пылью, бруталистских жилых комплексов, панельных окраин и, конечно же, бывшая криминальная столица. У меня и моего квадрокоптера были грандиозные планы на оставшиеся 4 светлых часа, но, к сожалению, я очень сильно устал за эту неделю и вынужден пойти спать в отель.